Здравствуйте! Мы с вами продолжаем занятия по психологии, и мы с вами продвигаемся ближе уже к концу нашего возрастно-психологического блока. Сегодня речь пойдет о замечательном психологе, отце Василии Зиньковском, представителе русского зарубежья, который, в общем-то, мне кажется, совершенно логично, может быть рассмотрен ближе к концу нашего вот этого возрастно-психологического блока. Почему? Потому что он единственный из вот таких вот возрастных психологов включает в свое рассмотрение духовное начало в человеке. И, наверное, имеет смысл несколько слов сказать об этой замечательной личности. Отец Василий Зиньковский, в общем-то, священником он стал с 1942 года. До этого момента он, в общем-то, трудился как философ, как историк философии, как преподаватель, как педагог, как психолог. В 20-е годы, в 24 году вышла его замечательная монография «Психология детства» на русском языке. Как я уже сказала, это представитель русского зарубежья, то есть это один из тех людей, замечательных людей, которые покинули нашу страну после революции. И вот, в общем-то, очень интересное такое сочетание вот этих его компетенций, как сейчас говорят, его вот различных образований, да, его различных сторон его профессиональной деятельности, да, это действительно очень обогащает то представление о человеке, о человеческом развитии, которое он разрабатывал, которую он сформулировал и опубликовал. Если говорить о том, как отец Василий Зиньковский понимает вот это духовное начало в человеческой жизни, в природе человека, то надо сказать следующее. В целом, предлагая свою концепцию развития, отец Василий Зиньковский выделяет два основных фактора, два основных аспекта этого развития. Во-первых, это то, что он назвал эмпирия. И это, в общем-то, то, что очень, так сказать, хорошо увязывается, перекликается со всем тем, о чем мы говорили. То есть действительно у человека есть биологическое начало. Мы с вами уже говорили, что, скажем, в светской психологии очень распространено представление о том, что человек – это биосоциальное существо. То есть действительно биологическое измерение в нем очень существенно. И вот то, что отец Василий Зиньковский понимает как эмпирию в человеке, это, собственно, и все те биологические закономерности, которые движут наше развитие. Это и генетический план развития, по которому это развитие происходит. Это и вот как бы все те закономерности взаимодействия наших, так сказать, наследственных факторов и факторов окружающей среды, то есть то, что дает вот именно особенность нашей вот такой вот душевной индивидуальности, особенность нашей психики. И это вот действительно вот такое достаточно комплексное измерение. И очень важно то, что это как бы горизонталь. То есть эмпирия – это то, что в человеке имеет динамику во времени. Человек рождается маленьким младенчиком, и, соответственно, вот по этому плану он начинает расти, развиваться, дифференцироваться, как бы вот приобретать новые как бы функции, новые уровни развития обретать. И это вот все то, что отец Василий Зиньковский назвал эмпирия. Я думаю, что нам с вами очень нетрудно установить определенную ассоциацию между тем, что отец Василий Зиньковский называет эмпирией, и тем, что у Тамары Александровны Флоренской в ее духовно ориентированном диалогическом подходе названо наличное «я». То есть наличное «я» – это все, что имеет место здесь, то, что налицо здесь, в этом мире, в нашем земном существовании. И действительно, вот здесь, безусловно, перекличка достаточно существенная. И я думаю, что это может быть поставлено в самое ближайшее время как такая определенная научная задача, решение которой будет заключаться в том, чтобы соотнести между собой понимание наличного «я» в диалогическом подходе и понимание
империи у отца Василия Зиньковского. Итак, это вот такое горизонтальное начало, которое действительно имеет начало, имеет конец. Это конец нашего индивидуального земного существования. И второе начало, о котором говорит отец Василий Зиньковский, это начало духовное. Начало духовное, в общем-то, видится как некоторая такая вертикаль, как некая такая задача, которая Господом поставлена перед каждым человеком. И вот очень интересно то, что отец Василий Зиньковский подчеркивает, что человеческая жизнь развивается, полноценно развивается именно на вот этой на линии пересечения, да, в точке или в области пересечения, да, вот этой империи и вот той вертикали, которая задана, в общем-то, человеку. И отец Василий Зиньковский как раз и говорит, что вот духовное начало – это то, что является как бы заданием вот данной конкретной личности, да, и вообще в целом наша личность, она фактически нам задана Господом именно через вот эту вертикаль, через духовное начало. И человеческая свобода, по мнению отца Василия Зиньковского, она как раз сводится к тому, вот как человек примет ту задачу, которая перед ним поставлена, насколько он эту задачу как бы почувствует или даже осознает, осмыслит для себя. Это все может быть в очень разных, так сказать, степенях индивидуально у разных людей. И вот свобода человеческая видится отцом Василием Зиньковским именно вот в том плане, как бы принимает человек вот это как бы индивидуально уникальное, да, пересечение, перекрестие в его жизни вот этой задачи, которая поставлена Господом, да, и того эмпирического начала, которое человеку дано при рождении и которое, безусловно, зависит и от наследственности, и от условий жизни. И, в общем-то, вот здесь есть место тому, что мы с вами уже обсуждали, когда речь у нас шла о вот этих двухфакторных моделях развития, когда говорится о том, что есть, вот говоря словами Вильгельма Штерна или Вильяма Штерна, есть наследственная одаренность, есть средовой опыт, они конвергируют друг на друга, они взаимодействуют неким образом, и в результате возникает наша индивидуальность. И речь здесь идет именно вот о нашей индивидуальности, понимаемой, скажем, в диалогическом подходе Тамары Флоренской как наличное «я». Да? Вот. И, безусловно, вот концепция, которую развивает отец Василий Зиньковский, она дает огромный простор для того, чтобы увидеть вот то, как развивается человеческая жизнь, каковы возможности духовного развития человека в течение его жизни и вот какие здесь есть, так сказать, закономерности, какие здесь есть препятствия и какие здесь есть такие способствующие, да, благоприятствующие обстоятельства. Безусловно, отец Василий Зиньковский как педагог, а у него есть и работы, книги, публикации по педагогике, и как священник, он, конечно, имел огромный опыт наблюдения за развитием детей различных возрастов, за тем, насколько эффективными оказываются различные воспитательные воздействия по отношению к детям, причем воспитательные воздействия, так сказать, с учетом специфики того или иного возраста. И мы как раз с вами остановимся на той периодизации развития, которую предлагает отец Василий Зиньковский. И в целом, в общем-то, одна из таких ведущих, главных идей в концепции этого автора заключается в том, что в человеке живо вот это духовное начало, человек его ощущает в себе, и вот у него могут быть различные желания, да, так сказать, выборы, да, по какому пути ему последовать, что ему осуществлять в своей жизни. И, безусловно, вот такое ощущение, да, правильного устроения
И удержание, да, вот этого креста и несение вот этого креста, то есть исполнение той задачи, которая поставлена перед человеком, перед жизнью человека здесь на земле Господом, да, вот это вот та перспектива, с которой отец Василий Зиньковский рассматривает человеческую жизнь. И то, что действительно может мешать человеку, да, это, безусловно, какие-то наследственные проблемы, да, то есть передаваемые по наследству особенности характера. Остановлюсь на этом моменте, его надо обязательно конкретизировать, да, передаваемые по наследству человеку какие-то тенденции патологического аномального развития, которые, в общем-то, являются одним из вариантов проявления вот этой поврежденности человеческой природы, первородного греха, которые вот эти последствия получает каждый человек уже при своем зачатии, при своем рождении. И, в общем-то, вот это действительно может осложнять ощущение действия вот этого духовного начала и его как бы такую управляющую роль, да, и то предлагаемое как бы развитие, да, вот духовного начала и, так сказать, целостного развития человека, которое действительно в полноте может происходить на пересечении вот этого духовного начала и вот той эмпирии, тех многообразных индивидуальных особенностей, которые, так сказать, у человека формируются в зависимости от того, какова его наследственность, каковы биологические факторы его развития и каково взаимодействие между вот этими наследственными факторами, наследственной одаренностью и тем опытом воспитания, образования, обучения, который он получает из окружающей среды, из условий жизни, в которых он существует. И, соответственно, вот собирание всего этого, да, в некоторое такое единство, это и есть вот такая как бы, да, важная задача, которая, в общем-то, приводит к тому, что человек вот некий такой Божий замысел о себе может реализовать в условиях своей земной материальной жизни. И, в общем-то, это действительно можно истолковать как вот такую конкретизацию, да, того, о чем говорят вот специалисты по православной антропологии и о чем говорят богословы, да, что человек действительно существо, единственное в мире существо, которое живет одновременно в двух мирах, в мире земном, материальном, и в мире духовном. И задача человеческая заключается в том, чтобы действительно ощущать, как бы понимать, воспринимать, да, те задачи, которые стоят вот в духовном аспекте человеческой жизни, да, и те, которые исходят от Господа, да, то есть вот принимать эти задачи и вот возделывать земной мир и, соответственно, в этом мире таким образом реализовывать Божью волю. Да? То есть вот концепция отца Василия Зиньковского, она полностью согласуется вот с этой идеей, да, этой богословской идеей, и это абсолютно не случайно, потому что отец Василий Зиньковский был и богословом, и религиозным философом, и, соответственно, вот священником, да, священником Русской Православной Церкви. И вот, безусловно, вот те помехи, да, которые могут мешать человеку услышать вот это свое духовное начало и стремиться реализовать его в своей жизни, да, они связаны и с наследственными какими-то предпосылками, с наследственной поврежденностью, и они связаны, безусловно, со всеми теми искушениями, со всеми теми затруднениями, которые встречает человек в окружающем его пространстве, в окружающей среде, и, соответственно, вот это действительно может существенно осложнять реализацию человеком своего духовного призвания. Отец Василий Зиньковский предлагает некоторую как бы периодизацию развития человека, при этом он учитывает вот это соотношение эмпирического начала и духовного начала
и включает вот в эту свою концепцию, свою периодизацию, свои многообразные наблюдения за духовной жизнью людей, проходящих различные возрастные этапы своего развития. И, простите, я должна вернуться буквально на 1-2 минуты для того, чтобы пояснить вот тот момент, который я хотела конкретизировать по поводу некоторых, так сказать, наследственных предпосылок формирования характера. Вот очень важно подчеркнуть, да, как бы уточняя то, что мы сейчас обсуждаем, то, что действительно психология, безусловно, не говорит о том, что у человека могут быть врожденные черты характера. Нет. Речь идет о том, что действительно есть некоторые наследственные предпосылки для развития тех или иных характерологических особенностей, они имеют место, но то, как они разовьются, безусловно, зависит от того, в какой среде человек воспитывается, как его воспитывают, каковы условия его жизни, какие воздействия он испытывает, с кем он встречается. И вот характер именно как бы развивается в результате вот этого взаимодействия. Ну вот, дав вот это пояснение, как некоторую такую оговорку, давайте вернемся к периодизации. Значит, отец Василий Зиньковский подразделяет человеческое развитие на несколько этапов. И в данном случае, так сказать, у него этих этапов в основном 4. И он как тот мыслитель, тот, скажем, психолог, да, и педагог, который преимущественно активно работал в первой половине XX века и вот в самой середине XX века, он, в общем-то, действительно доводит вот эту периодизацию до порога взрослости. Вот мы с вами говорили о том, что это достаточно типично для представителей психологической науки, психологии развития первой половины и самой середины XX века. И он выделяет 4 такие периода, которые он описывает следующим образом. Значит, вот есть тот период, который он назвал раннее детство. У него включается и младенчество, и то, что мы с вами по концепции Выгодского и Ильконина называли ранний возраст и дошкольный возраст, то есть это период от рождения до 6 лет. То, чем наполнен этот возраст, действительно очень многообразно. Это и вот как бы рост и развитие ребенка, и вот первое такое знакомство этого ребенка с окружающим миром в младенческом возрасте. Это и, так сказать, вот дальнейшие шаги в познавательном развитии ребенка, в личностном развитии ребенка. Мы с вами, в общем-то, говорили об этих шагах. И здесь, наверное, можно сказать о том, что отец Василий Зиньковский был современником такого выдающегося швейцарского психолога Жана Пиаже, к которому, безусловно, у него было огромное уважение. И, в общем-то, в том, что касается интеллектуального развития, отец Василий Зиньковский в значительной степени ссылался на этого автора и, в общем-то, соглашался с тем, что те, так сказать, этапы, да, развития познавательных способностей человека или интеллекта человека, его мышления, они действительно имеют место. Но это имеет отношение вот ближе всего именно вот к этому эмпирическому началу, к эмпирии. Да? Итак, вот, а что же происходит в возрасте раннего детства с рождения до 6 лет, если говорить о духовном развитии ребенка? Значит, отец Василий Зиньковский говорит о том, что ребенок в этом возрасте, он действительно как бы дышит свободно в духовном мире, он его непосредственно воспринимает, и этот мир является для него близким и родным. И отец Василий Зиньковский также ссылается на широко известные в православной традиции случаи, когда маленькие дети, вот именно дети дошкольного возраста в частности, да, просто видели ангелов, сообщали об этом, делились вот этими, так сказать, своими восприятиями. И, в общем-то, для отца Василия Зиньковского это вполне естественно. Почему? Потому что вот та специфика развития
ребенка этого возраста, которая имеет место, она связана с тем, что вот если мы обратимся к идеям Жана Пиаже, то он как раз выделяет в интеллектуальной сфере развития следующие важные этапы. И получается, что вот в раннее детство по отцу Василию Зиньковскому как бы вписывается два основных таких периода развития интеллекта, о которых говорит Жан Пиаже. А он говорит следующее. Он говорит о том, что значит, сначала вот в младенчестве и самом начале раннего детства, то есть от рождения примерно до 1,5 лет, имеет место стадия сенсомоторного интеллекта, когда ребенок познает окружающий мир через применение к нему различных схем взаимодействия с этим миром. То есть ребенок в этом возрасте, в этом возрастном диапазоне пока еще активно не говорит, в основном, да, дети начинают говорить примерно в возрасте после года в среднем. И познавательное развитие ребенка связано с тем, что он учится схватывать различные предметы, манипулировать ими, так сказать, хотя бы, может быть, неловко поначалу, да, и к концу 1-го года жизни, и в начале 2-го года жизни, в общем-то, это происходит все более и более координированным образом. И действительно, вот из вот этого взаимодействия с окружением ребенка, вот с какими-то предметами, объектами, ребенок очень много узнает об окружающем мире. И за этим периодом сенсомоторным следует то, что Пиаже назвал репрезентативный интеллект, а это означает, что ребенок ознакомился с окружающим миром в значительной степени, да, и, в общем-то, сформировал некоторые основные схемы взаимодействия на сенсомоторном периоде. И эти схемы перешли в внутренний план. Вот есть такое слово интериоризация, да, очень любимая психологами 20 века, перешли, значит, вот эти схемы во внутренний план и фактически сформировали те интеллектуальные структуры, которые в дальнейшем будут развиваться и усложняться. И вот как раз за счет того, что возникают вот эти внутренние структуры, у человека возникает внутреннее представление о окружающих предметах, то есть он может помнить о них в то время, когда они, скажем, не присутствуют актуально в его восприятии. Да? То есть тогда, когда их нельзя увидеть, потрогать или, так сказать, услышать каким-то образом. И вот как раз вот эта стадия репрезентативного интеллекта, она у Пиаже описывается очень своеобразным образом. Она для Пиаже выступает как тот период жизни ребенка, когда у него еще не сформировались логические операции, когда он как бы вот интуитивно постигает окружающий мир, сначала обогащая все больше и больше те представления, которые у него есть об окружающем мире, да, а на этом периоде, как вы понимаете, да, после года, период репрезентативного интеллекта — это примерно с 1,5 лет до 6-7 лет. То есть ровно вот эти два периода входят в то, что отец Василий Зиньковский называет раннее детство. Значит, в это время действительно развивается и язык, да, так сказать, речь. Ребенок начинает активно говорить, активно осваивать речь, пользоваться этой речью. И это, безусловно, обогащает его представление просто вот многомерно, так сказать, в огромном, так сказать, масштабе. Ребенок начинает играть в этот период, да, то есть это еще одна, вот Пиаже это называет символические системы. Значит, речь — символическая система, то есть язык — символическая система, да, игровая деятельность — символическая система, когда ребенок многообразно, так сказать, взаимодействует с какими-то предметами, да, которые он, скажем, переименовывает, да, допустим, там книжку в зонтик, карандашик в термометр, чтобы померить температуру болящей кукле, да, там, допустим, и так далее, и так далее. Это огромный простор для развития фантазии ребенка, для развития вот этих самых его
внутренних представлений. Ну и кроме того, важна символическая система. Это, помимо игровой деятельности, это система, связанная с изобразительной деятельностью, когда ребенок ищет, каким же образом ему изобразить в своих рисунках то богатство окружающего мира, с которым он сталкивается. И все вот эти символические системы работают на то, чтобы лучше и лучше познавать, проникать, так сказать, да, в закономерности существования окружающего мира. И специфика, по мнению Пиаже, вот этого периода заключается в том, что пока еще не созрели логические операции, которые будут уже себя, так сказать, проявлять на следующем периоде, да, который тоже, так сказать, особо описывается у отца Василия Зиньковского. Итак, вот ребенок, который пока еще не владеет логикой, да, специфика его умственного развития, она заключается в том, что он, ну вот по мнению, скажем, Жана Пиаже, является как бы реалистом. То есть ребенок, поскольку у него нет пока еще, да, сформированных логических операций, ему трудно видеть за явлением сущность. То есть это означает, что ребенку трудно пока проникать в тайны внутренней мотивации поведения другого человека, в, так сказать, понимание самого себя, в, так сказать, понимание того, что за некоторым явлением стоит некоторая закономерность или некоторая сущность, да, что невзирая на то, что какие-то предметы могут менять свои зримые очертания, тем не менее какие-то их свойства могут оставаться неизменными. Это весь тот комплекс познавательных возможностей, которые являются особенностями мыслительного развития ребенка. И вот эта специфическая, уникальная ситуация в развитии человеческого интеллекта, познавательных способностей человека, она действительно вот связана, взаимосвязана в понимании отца Василия Зиньковского с тем, что действительно ребенок, который пока не обременен необходимостью находить всему объяснение, делать правильные какие-то логические выводы, вот какие-то действия осуществлять, которые имеют, там, не знаю, правильный и неправильный ответ, да, как бы решать какие-то задачки с правильным и неправильным ответом. И это действительно создает вот эту особую возможность для того, чтобы ребенок вот этого раннего возраста по периодизации отца Василия Зиньковского, для того, чтобы он действительно дышал в духовном мире полной грудью, совершенно естественно, глубоко, и вот имел некоторый такой вот удивительный совершенно, да, опыт непосредственного общения с духовным миром. Здесь вот, наверное, можно сказать о том, что Жан Пиаже, в общем-то, о таких моментах тоже думал, размышлял, и он вот этот период репрезентативного интеллекта описывает со стороны его качественных особенностей через как бы то, что ребенку свойственно в этот период познавать окружающий мир со своей точки зрения, как бы из себя, да? И это Жан Пиаже назвал эгоцентрической позицией ребенка. То есть ребенок смотрит со своей точки зрения, отталкивается от тех знаний о себе, которые у него присутствуют, которые у него есть, и вот порой он, так сказать, очень нелогичные суждения об окружающем мире как-то вот представляет, так сказать, да, перед окружающими людьми, но это порождение именно вот того процесса, который в нем активно идет, да, процесса как бы познания окружающего мира со своей точки зрения, с эгоцентрической позиции и последовательной децентрации, о которой тоже говорит Жан Пиаже, когда ребенок от центрации на себе, на своем вот этом, так сказать, на своей эгоцентрической познавательной позиции постепенно научается децентрироваться и познавать как бы
переходить на точку зрения другого человека, пытаться понять, а какова точка зрения другого человека, как он видит ту или иную ситуацию, что он о ней думает. Это, безусловно, очень важный шаг к взрослению. И в том, что касается вот именно такого духовного опыта, Жан Пиаже из понимания специфики развития репрезентативного интеллекта говорит о том, что для детского мышления очень характерен анимизм. А анимизм — это, в общем-то, одна из древних форм религии, когда окружающий мир одушевляется. И это для Пиаже это следствие вот этой эгоцентрической позиции. Почему? Потому что ребенок ощущает себя живым, и поэтому все те свойства, которые он в себе знает, как свойства живого человека, он их начинает приписывать окружающему миру. Да? То есть ветер дышит, да? Вот ветер дует, ветер дышит, он живой. Да? Допустим, я знаю, ребенок знает, да, что я могу ходить, вот Луна идет за мной, понятное дело, мы можем с точки зрения знания астрономии объяснить, почему, так сказать, возникает такая иллюзия, что Луна идет за мной, да? Но ребенок воспринимает это реалистически, как бы непосредственно, и действительно Луна для него живое существо, так же, как, в общем-то, для древних людей, да, которые как раз были представителями вот этих анимистических религий, для них, в общем-то, весь мир был одушевленным, и, соответственно, были вот эти духи там леса, там неба, воды, там, да, духи животных, духи предков и так далее. Да, вот в этом во всем мире с точки зрения Пиаже живет ребенок, для которого характерен такой анимистический взгляд на окружающий мир. И отец Василий Зиньковский как раз говорит о том, что ребенок, в частности, в особенности ребенок, воспитываемый в уже христианской традиции, он, безусловно, этот духовный мир, да, воспринимает под углом зрения тех образов, того опыта религиозного, да, который он, в общем-то, способен воспринять и который ему предоставляет его христианское окружение. Итак, это действительно очень важный такой период, ранний возраст, из которого действительно ребенок выносит очень многие воспоминания, добрые детские воспоминания, да, какие-то воспоминания о своем этом духовном опыте. И когда ребенок переходит в следующий период как раз интеллектуального развития, а для Жана Пиаже это третья стадия, которую он называет стадия конкретных логических операций, то есть все те опыты взаимодействия с окружающим миром, насыщение, так сказать, внутренних представлений ребенка об окружающем мире с помощью, так сказать, освоения этих символических систем, разнообразным опытом и знанием об окружающем мире, о животных, о растениях, о сказках и сказочных персонажах и так далее, да, это все, так сказать, приводит к тому, что внутри начинают формироваться особые логические структуры, начинают формироваться спонтанно по своим таким органичным, так сказать, да, внутренним закономерностям, и, соответственно, возникают у нас первые логические, так сказать, умозаключения детей. Они приходятся уже на возраст на 6-й год жизни, но особенно начинают уже наблюдаться с 6-7 лет. И, в общем-то, такая активная фаза развития этих конкретных логических операций приходится на возраст с 6-7 до 11-12 лет. И, соответственно, что отец Василий Зиньковский говорит о развитии духовного начала в человеке, да? В человеке, который находится в этом возрастном периоде. Он говорит о том, что для ребенка этого возраста в плане его религиозного развития, в плане его духовного развития, в общем-то, в первую очередь, да, на первый план выходит освоение различных правил, освоение порядка. И для ребенка в том возрасте, который мы называем младший школьный возраст, для Пиаже это, так сказать, стадия развития конкретно-логических операций, это, в общем-то, тот период, когда
для, так сказать, ребенка характерно то, что он поступает в школу, да, так сказать, свойственно этому возрасту, то, что ребенок начинает учиться, практически во всех, так сказать, вот цивилизованных странах есть вот выделение вот этого возрастного этапа, когда начинается такое систематическое обучение. Почему? Потому что созревают вот эти логические операции, и ребенок осваивает школьную премудрость, и как бы в параллель этому идет то, о чем говорит отец Василий Зеньковский, что для ребенка, который растет в условиях христианской культуры, для него очень, так сказать, органично понимание правил как бы поведения в храме, понимание различных обрядовых моментов, да, как, когда надо встать, поклониться, вот почему это надо делать, как, так сказать, изображаются святые, да, на иконах, да, что означают, так сказать, допустим, одежды священства и так далее, и так далее. То есть вот для ребенка на стадии конкретных логических операций совершенно органично и естественно как бы интересоваться всем этим комплексом знаний. Они очень легко усваиваются. Для ребенка это действительно интересно. Ребенок этим увлекается, но с другой стороны, отец Василий Зеньковский говорит о том, что одновременно мы можем наблюдать, что духовная жизнь ребенка мелеет. То есть он погружается вот в эту конкретику, важную, нужную, он совершенствует свои знания о, скажем, да, религиозной жизни, если говорить вот о духовном опыте ребенка, духовном развитии. Но при этом действительно вот это вот непосредственное как бы ощущение духовного мира, оно как бы уходит на второй план, и отец Василий Зеньковский говорит о том, что духовная жизнь ребенка мелеет. Безусловно, для любого человека, работающего в сфере практики, да, церковной работы, вот эти идеи и наблюдения отца Василия Зеньковского являются весьма ценными. На следующем занятии мы с вами продолжим обсуждать особенности духовного развития человека на различных стадиях его возрастания по взглядам отца Василия Зеньковского. Это занятие мы с вами сейчас завершаем. Благодарю за внимание. А теперь вопрос.